Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. А я вас хочу пригласить на свой сайт «Астрологический прогноз» на сентябрь месяц. И у нас 7 числа открывается коридор затмений, лунным затмением. И продлится это до 21 сентября, закончится солнечным затмением в Деве. И все, что будет происходить в этот период, и это не есть дата начала и конца, да, вот как бы лишь сами по себе числа или даты. Энергии могут господствовать в течение всего месяца, кто-то мог прочувствовать даже раньше. Это что-то основополагающее, судьбоносное нам предстоит решать. Перейдите, правда, на сайт, я не останавливаюсь подробно. Мы с вами идем дальше. И знаки судьбы. 3 карты, или как ключевые события. Чему стоит уделить внимание, обратить внимание, чем придется, может быть, заниматься. Первый, второй знак судьбы и третий знак судьбы. Могут, как и какие-то дела, вернуться на доработку, могут и люди возвращаться, причем совсем не те, которых мы бы хотели видеть. Тут и такие могут быть эпизоды нашей жизни, а то и сюжеты целые складываться. Вот давайте мы узнаем, в чем вы поставили точку. Оказалось, вовсе и не точка, а многоточие. Что прояснится, что идет, а что придет взамен. Личная жизнь, любовь, отношения в целом, финансы, энергия финансов и наши достижения. Первый знак судьбы. А вот какой-то сюрприз может быть, мои дорогие. Причем, знаете, это как подарок небес. Но мы внутренне к этому не готовы. Наоборот, мы чувствуем выбор. Что нам с этим делать? Изображена нам монахиня, обратите внимание. Это колода 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Здесь как будто мы сами открываем двери. Как вот эта монахиня, которая услышала плач младенца и вышла на улицу. И что она видит? Крошечный ребенок среди холода, стужи и луж находится в корзинке. И нам даже женщина, я надеюсь, это видно, изображена, ну, она совершенно обескуражена. Вы давайте так, вот нас заставляет как будто художник немножко задуматься. Монахиня, да, и не секрет, ведь прежде чем человек принимает такой очень серьезный шаг, как монашеский постриг, что-то всегда этому предшествовало. Может быть, и когда-то эта монахиня, эта добрая женщина думала, мечтала о теплом, уютном доме, о надежной семье, чтобы было много деток. Но явно какой-то был пункт в ее жизни, когда все пошло наперекосяк. И вот теперь то, о чем она мечтала, как высшие силы, пространство, Вселенная, ей эту возможность дают, по сути дела, возвращают ее мечту. Но она к этому не готова. И вот эти возможности, которые к нам приходят совсем, по нашему мнению, в момент неподходящий, когда именно мы к чему-то не готовы, а нам нужно это не упустить и сделать какой-то выбор. И нам говорят, конечно, выбор она занесет этого младенца домой, она не оставит его среди холода и луж. Но или она сама пройдет 1000 преград и оставит этого младенца у себя и будет его воспитывать, или она отдаст на попечение кому-либо. Вот какая-то подобная, это ведь только метафора, это карты. Попробуйте переложить на то, что в вашей жизни происходит. Тут как возможность, как какую-то мечту вам может возвращать пространство, а мы обескуражены, мы не знаем, что с этим делать. И вот такой сложный выбор. Такой знак судьбы, мои дорогие. И ведь посмотрите, шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Это не тот успех, который вот прям сию минуту, в эти 10 дней. Нет, это какая-то дистанция. Иногда это карта поездки, переездов, информации, работы с информацией, выбора другого какого-то направления. И словно перевернуть нам нужно страницу нашей жизни.
писать чистую, свежую главу. Иногда эта карта говорит, что мы учимся, изучая что-то, как, может быть, какие-то скиллы нарабатываем, ремесло, иными словами, и самое разное. Может быть, учим языки, может, язык программирования, конкретно нам компьютер. Или учимся работать на дому, учимся работать удаленно, используем или узнаем, как работают вот эти сервисы. В нашу цифровую эпоху мы не все далеко знаем, как с этим правильно взаимодействовать. Вот даже мелкие какие-то знания нам будут помогать, и альтернативными способами к нам может приходить информация. Но как-то и себя приходится перестроить, а для кого-то желание перемещаться, быть более свободным, легким на подъем. Здесь тоже может подвигнуть вас на то, что вы начнете либо что-то изучать, как этот язык, или вы будете рассматривать эту удаленную работу, работу на дому, на самого себя и из любой точки мира. Самые разные по этой карте могут быть предпосылки, а вот такое может быть как отправная точка или отправной пункт ваших изменившихся планов, мои дорогие скорпионы. Но с этим нужно себя как будто, ну, открыть все-таки глаза на эту правду или на эту возможность и ее не упустить. Вот есть что-то судьбоносное. Ну, наверное, как и есть сентябрь. Будьте внимательны. Но, повторюсь, карта успеха, карта солнца. Я знаю, что среди вас очень много тех, которые, ну, в целом знают карты Таро. И это очень хорошо, потому что карты Таро – это наши друзья. Это всегда метафоры, мои дорогие. Та или иная колода, ну, есть и более старые колоды, они построены там еще все интереснее и загадочнее, потому что там на символах, на числах. Где-то есть и взаимодействие чисел, и букв, иврита, например, да, и одновременно знаков, еще и знаков планет, например, да, то есть самые разные. На самом деле целая наука, ведь когда-то они очень давно создались и уходят в глубокое прошлое. И жизнь наша изменилась, но вот, наверное, основные ценности не меняются никогда. Так вот, это карта счастья, карта возможностей, солнце, прояснение какой-то ситуации, вот даже если очень сложной. Это когда выбор правильного направления. Вы выбираете свой успех сейчас. И это 6-8 месяцев вашей активной деятельности или продвижения того, что вы выберете. Вот такие четкие знаки судьбы. Но возможности, мои дорогие, тут не просто успех, тут нечто большее. И правда, вторая половина года 25-го для вас, мои дорогие скорпионы, более продуктивная, результативная, более приятная и эмоциональная. Ну и на достижение, на получение уже какого-то результата. В чем вы поставили точку, а оказывается какое-то дежавю. По пятерке пентаклей недостаток во взаимопонимании, недостаток по деньгам. Может быть, вы опять столкнетесь ну, вот с недопониманием, кстати, да? Может быть, это будет связано с конкретным человеком, с которыми или с которым не были решены вопросы как и по деньгам, так и не было, вы знаете, вот как, может быть, и была какая-то конфронтация, не был достигнут вот именно компромисс. Тут нам кажется по пятерке пентаклей, ведь это всегда недостаток, что нужно делать выбор. А по сути дела, выбор мы делаем в отношении самих себя. И нам об этом говорили. Может быть, это вот как раз карта одна другую дополняет и говорит: ты когда-то об этом мечтал, а теперь у тебя, Скорпион, к этому будет возможность. Но иррациональная. Совсем не так, как ты это предполагал. Хорошо, что же прояснится. Но по части будущего. Тройка жезлов конкретно на будущее нам говорят. И это могут касаться как и перемещения, построения ваших планов. Вообще в целом ваши планы, желания. И вы в центре внимания. Будьте к этому готовы. Потому что вот маяк буквально нам в этой колоде изображается. И человек с двумя факелами. Может быть, это вы будете искать какие-то методы, возможности нужных людей, что прояснится. Вот именно чтобы вам что-то прояснить. Или вам быть замеченным. Может быть, вы будете действовать как-то так красиво, элегантно, хитро, может быть, к этому даже вынуждают обстоятельства. Но самое главное – это карта будущего. Уже ни шагу назад,
уже как будто в прошлом вам даже не интересно. Но дополняет, конечно, карта будущего аркан Солнца. Что уйдет? Может быть, какая-то тема по части финансов. Кто-то может с учетом короля Пентаклей закрывать кредиты, кстати. Или, может быть, долго готовился пакет документов, чтобы, наоборот, взять ипотеку. Да, ну, какой-то вопрос вы точно решите, мне хочется сказать. И он будет касаться именно либо финансов, либо имущества, либо дома, либо это конкретно откуда к вам приходят деньги. Но это уходит, да. Может быть, уходит концепция заработка, вот, кстати. Может быть, для кого-то из вас это будет касаться вопросов, но тут вот именно можно что-то подвести к итогу. Ведь сейф сам король открывает, но мы в позиции, что уйдет. Это не значит, что вот конкретный человек уйдет, хотя, может быть, я такое тоже допускаю. У кого-то это будет связано, может быть, и с личной жизнью, с той историей, по которой уже ничего нового. Ничего не меняется, утраченное взаимопонимание. Но остались некоторые вопросы, которые вам нужно решить по части имущества, денег, каких-то выплат. Ну, иногда это касается даже семей, остаются дети, остаются, может быть, еще какие-то нерешенные по финансам вопросы. Значит, заключительный аккорд какой-то вам надо будет поставить. У кого-то просто будет именно это обозначать карта. Но и все равно ведь это есть ваша ресурсность. А для кого-то обстоятельства вынуждают как-то учиться зарабатывать по-другому, просматривать альтернативные варианты. Потому что основной какой-то источник дохода, может быть, вы уже тот, который был прежде. Может быть, какое-то время вы и сохраняли, а теперь вы будете делать переход между прежней работой и новыми способами заработка. Может быть, вы всерьез задумаетесь, а кто-то окончательно уже может проститься с прежними методами дохода, потому что другая уже тема, она более перспективна, прибыльна. Вот я такое тоже допускаю. Итак, а что ж придет взамен? Посмотрите, любовь, взаимопонимание. Может быть, кстати, у кого-то будет связано иногда король Пентаклей. Это люди, которые, ну, я не привязываюсь обычно в гороскопах или в Таро, да, прогнозах к гороскопам, потому что, ну, не очень это показательно, но тем не менее, король Пентаклей – люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент. Ну, может, у кого-то и по Луне. Или вот в этих энергиях таких... Ведь это великий консерватор. Вот какой-то консерватизм. Либо консерватизм уйдет из жизни, и больше вдохновения, больше приятных эмоций. Или человек вот такой, для которого, ну, деньги на первом месте. Вот, кстати, и работа тоже. Может быть и так. Поменяйте. Или меняется работодатель, например, да? Сам руководитель. И такое у кого-то может проиграться. Словом, вы люди интуитивные, перекладываете все варианты на себя. Но, тем не менее, что придет? Любовь, эмпатия, взаимообмен. Имеется в виду даже энергетический или чувством. Когда нам человек откликается взамен, или когда готов нас воспринимать такими, какие мы есть. Но что-то добро-светлое идет в вашу жизнь. И радостные какие-то, может быть, и новости. Или, я бы сказала, все-таки двое нам изображены. Поэтому какой-то волшебный тандем. Либо по работе, либо по личной жизни. Так что ж там в личной жизни? Вообще, королева кубков – это ваша карта, но важно не замечтаться. Тут нам буквально молодой человек молится на образ. Да, это карта альтруизма. Но, с другой стороны, тут этот альтруизм, он призывает нас к тому, чтобы мы, ну, где-то не надели все-таки розовые очки, воспринимали реальность такую, как она есть. Хотя на личную жизнь это карта любящего человека. И с учетом вашего знака зодиака, и тем более ваш знак зодиака – это стихия кубков, воды. Здесь я вижу какая-то с учетом двойки кубков приятная история. Ну, или поддержка вашей семьи, или какие-то возможности альтернативные. Здесь у каждого по-своему. Но хочется верить с учетом аркана Солнца в личной жизни. Что-то приятное, мои дорогие. По-другому не могу трактовать. Это правда. Даже, кстати, если и нужно с кем-то из экс-партнеров примириться или вынужденно вы ищете взаимопонимание, вы это тоже сможете сделать благодаря вашей эмпатии,
Благодаря вашей улыбке, мои дорогие, улыбка скорпиона, если вы смотрите человеку в глаза и при этом улыбаетесь, ну, все он уже в ваших руках, можно сказать. Тут есть какая-то магия. Это работает, это точно. Итак, финансы. Ну, здесь что-то надо явно подсчитать. Карта искаженного восприятия, да, потому что, может быть, уходит. Тут можно потратить чересчур, с учетом вот этих двух карт, это точно. Можно потратить больше, чем вы предполагали. Можно согласиться. А тут, знаете, шикануть может кому-то захотеться с учетом аркана Солнца. Ведь это тоже аркан нашего эго. Как мы хотим вот именно вот что-то такое эдакое приобрести. Может быть, мы об этом долго мечтали, а здесь есть такая возможность. Но есть и холодный расчет, если это касается финансов, потому что, ну, не можем мы тут закрыть глаза, хотя для кого-то и себя побаловать ведь тоже нужно в пределах разумного, потому что здесь больше нам про страхи. Страх искажает реальность. Может быть, для кого-то это вы начнете какую-то перезагрузку для себя по части работы, достижений, откуда к вам приходят деньги, потому что есть какой-то страх остаться с минусом. У кого-то может быть и так. Но быть реалистом, у вас возможности идут. И помните, страх искажает реальность. Единственное, что хочется добавить, легкие деньги опасны. Вот этот момент примите для себя к сведению. На все время Плутона Водолея 20 лет. Явно тут нам какие-то азартные игры не помогут. Но это так вскользь. Ваши достижения, мои дорогие, тут и по достижениям нужно какой-то альтернативный вариант. Правда, может быть, кто-то ищет работу или кто-то из вас уже даже вы профессионал в своей профессии, но, может быть, на работе такая обстановка сложилась, что ну, альтернативно надо ее решать. Или какой-то вопрос, подойти к нему как-то иначе. Потому что какая-то ситуация, ну, как уперлась в стену. И нам показана девушка, которая стоит и думает, как это мне в маленькую дверь попасть. Мы понимаем, что это не произойдет никак и никогда. Ни она не уменьшится, ни дверь не вырастет. И художник четко изобразил, что нужно делать, да, как минимум в разведку заглянуть, понимать, чтобы все-таки нам туда надо или не надо. И если мы понимаем, что да, мы туда хотим попасть, не в дверь эту попасть, как вот думает девушка, ну прям вот задумалась всерьез, а именно в то пространство за этим забором. Так мы сначала разведуем, а потом можем этот забор перемахнуть. Какие-то альтернативные решения, какая-то, ну, такая интеллектуальная перезагрузка по части ваших достижений. И где-то нам сказали, это может касаться либо конкретной работы, вашей занятости, может быть и вопросов дома. Все-таки иногда четверка пентаклей конкретно о наших стенах или наших домочадцах говорит. Но для кого-то это все-таки достижение. Это какой-то бизнес-план с учетом аркана Солнца. Все же мы все разные, и тут с учетом арканов таких мы можем перекладывать все то, что я сказала, на любую сферу жизни. У кого-то в той или иной мере проиграется подобная ситуация где-то или по деньгам, или по вашим достижениям, а у кого-то и по личной жизни. Но вообще перспективы, мои дорогие, причем как и на 6-8 месяцев, так и по шестерке мечей, это заслуженный успех. Это тот, который идет в прогрессии на долгие годы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Спасибо за ваши искренние комментарии. Спасибо, что вы смотрите мои видео.